Канал Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко. Юридическая драма» 11 июня 2025 года. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы продолжаем разбор одного из самых резонансных судебных дел и его заседания, которое произошло 11 июня 2025 года, дело по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Друзья, это заседание вызвало бурю эмоций, споров и вопросов. И мы сейчас погрузимся в детали. Разберем ходатайство, поведение сторон, ключевые моменты, которые делают это дело и это заседание настоящей юридической драмой. Будет жарко. Прежде чем начать, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь своими мыслями в комментариях, а также не забывайте донатить. Теперь к делу. Начнем с общего обзора. 11 июня в Шевченковском суде города Львова произошло очередное заседание по делу Зинченко. И что важно отметить, сторона защиты в лице адвоката Юрия Немировского подала целых 5 ходатайств. Из них суд удовлетворил только 3. Друзья, дело не в том, какие именно ходатайства были поданы, а в том, какой характер носило само это заседание. И нужно сказать, что это была настоящая юридическая битва, где защита пыталась показать абсурдность доказательств обвинения. И первое, о чем стоит поговорить, это ходатайство Немировского о приобщении к материалам дела скриншотов видеозаписи. Среди них был один любопытный скриншот, взятый из ТикТок. Вы, друзья, не ослышались. Именно из ТикТок. И зачем это было сделано? Немировский, как опытный адвокат, решил тонко, но саркастично указать на слабость доказательной базы обвинения. Сторона обвинения настаивает, что на видеозаписях, которые она представляет суду, запечатлен именно Зинченко. Но вот парадокс. На всех этих видео, если верить обвинению, одновременно находятся несколько Зинченко. Один идет в одну сторону, другой в другую, третий Зинченко вообще непонятно в каком ракурсе снят и в какую сторону движется, то ли боком, то ли задом. Это что, друзья, клонирование? Конечно, это абсурд. И чтобы подчеркнуть этот абсурд, Немировский и добавил к ходатайству скриншот из ТикТока, который, по сути, ничем, друзья, не отличается от тех видео, которые суду представляет обвинение в лице прокурора Дмитрия Петлевана. Почему, друзья, это важно? Ни одно из этих видео, представленных стороной обвинения, не прошло портретную экспертизу. Никто не может точно сказать, кто запечатлен на этих записях, Зинченко или кто-то другой. Ни суд, ни обвинение не смогли идентифицировать личность. Получается, что материалы дела наполняются видеофрагментами, которые не имеют абсолютно никакой доказательной силы. Это как бы, если бы я пришел в суд с видео котиков из ТикТока и сказал: вот, друзья, это доказательство, и получилась бы абсолютная фантасмагория. Теперь перейдем к еще одному важному ходатайству.
Юрий Немировский запросил у стороны обвинения полные тексты экспертных заключений по генетической ДНК-экспертизе. Речь идет о так называемом стуле номер 1, на котором, по версии обвинения, сидел человек в панамке и очках, и который якобы является Зинченко. Но, друзья, что мы знаем? Первые две экспертизы показали отрицательный результат. ДНК Зинченко на этом стуле не обнаружили, хотя смывы аккуратно проводились. И вдруг, как по волшебству, на третьей экспертизе, бац, по щучьему велению появляется откуда ни возьмись ДНК Зинченко. Как это возможно? Стул помыли третий раз, и вдруг ДНК материализовалась. Это, друзья, звучит как сценарий фантастического фильма, но не как серьезное судебное разбирательство с серьезными намерениями стороны обвинения. Может, это шоу по сценарию «Квартала 95»? Посмотрим. Немировский, естественно, потребовал предоставить полные тексты первых двух экспертиз, чтобы показать, что обвинение, возможно, фальсифицирует доказательства. И что же он получил? Не полные тексты, а лишь какие-то обрезки, какие-то выдержки, какие-то сокращения. Он назвал их кастрированными. И знаете, друзья, я с ним согласен. Это не доказательства, это обрезки, которые не дают полной картины и свидетельствуют о полном неуважении стороны обвинения к суду. Прокурор Петлеваный, естественно, возмутился. Он назвал слова Немировского базаром. Но, друзья, давайте разберемся. Базар – это не то, что Немировский назвал выдержки Петлеваного кастрированными. Базар – это когда сторона обвинения не может предоставить убедительных доказательств вины Зинченко и при этом возмущается, что защита указывает на их слабости, называя вещи своими именами. Это Петлеваный устраивает базар, предоставляя суду такие доказательства в кавычках, которые ничего не доказывают. Я как юрист скажу прямо, если вы не можете предоставить полные тексты экспертиз, если ваши доказательства это обрезки, то это не судебное разбирательство, а профанация. Слышите, сторона обвинения? Слышите, потерпевшая сторона? Профанация. Кастрированная причем. И Немировский абсолютно прав. И он на это именно указывает. Теперь давайте разберем неожиданный поворот в этом заседании. Почему неожиданный? Вполне ожидаемый. В лагере защиты произошел раскол. И он стал одной из самых обсуждаемых тем. Адвокат Сулейма, один из 3 адвокатов Зинченко, поднял бунт. После того, кстати, как он был на 2 месяца отстранен от адвокатской деятельности. Бунт он поднял против своего коллеги, адвоката Юрия Немировского. И, друзья, это играет на руку обвинения. Он что, засланный казачок этот Сулейма? Сулейма подозревает Немировского в саботаже защиты. Он его подозревает в том, что именно Немировский добился того, что Сулейму отстранили официально на 2 месяца от адвокатской деятельности. По мнению Сулеймы, я так думаю, действия Немировского, включая подачу ряда ходатайств и его активную публичную позицию, привели к временному отстранению Сулеймы от участия в деле на 2 месяца. Сулейма считает, что это ослабило защиту Зинченко и подорвало доверие к процессу. Подорвало доверие к самому Сулейме. Но более того, Сулейма активно сформировал у Зинченко недоверие
к Немировскому, убеждая подзащитного, что Немировский якобы действует не в его, Зинченко, интересах. Сулейма пытается позиционировать Зинченко как ярого националиста, утверждая, что якобы националист не может убить националистку, такую, как Ирина Фарион. Это его стратегия, и, возможно, он искренне верит в свою позицию. Но она ошибочная. И вот что вызывает вопросы. Сулейма публично заявил, что Зинченко должен отказаться от услуг Немировского. Это, друзья, вообще выходит за рамки адвокатской этики. Тут нужно отстранять Сулейму не на 2 месяца, а полностью лишать адвокатской лицензии. У Зинченко 3 адвоката, и их задача работать в команде, формировать единую правовую позицию. А что делает Сулейма? Он пытается единолично диктовать, как защищать Зинченко и почему нужно отстранять Немировского, который, к слову, действует строго по правилам адвокатуры и делает все, чтобы показать слабость обвинения. Неужели это не нравится Сулейме? Но если он засланный казачок, то это все делает понятно. Более того, друзья, сам Зинченко в этом заседании сделал неожиданное заявление. Он попросил суд снять с него бронежилет и каску, за что, кстати, ранее боролся Немировский. И Зинченко заявил, что он отказывается от услуг Немировского. Это вызвало бурю восторга у стороны обвинения и у потерпевшей стороны. Но, друзья, давайте подумаем, почему Зинченко так поступил. Скорее всего, это результат давления со стороны Сулеймы, который надавил на Зинченко через начальника СИЗО и убедил его, что Немировский якобы вредит его делу. Слухи о возможном давлении со стороны начальника СИЗО только добавляют вопросов. А может, друзья, Зинченко просто сломлен? Националист, о котором говорит Сулейма, сломлен? Парадокс. Этот конфликт в лагере защиты – серьезная проблема. Сулейма, возможно, искренне верит, что защищает интересы Зинченко, доказывая, что якобы Зинченко ярый националист. Но его действия Сулеймы создают хаос. Отстранение Немировского, который методично разбивает слабые доказательства стороны обвинения, может стать катастрофой для защиты. После заседания выступила потерпевшая сторона София Семчишин. Она заявила, что считает Зинченко и его сторонников раковой опухолью на теле Украины. Друзья, это очень громкое заявление, и на него стоит обратить внимание. Давайте разбираться. Если следовать этой метафоре, то Шевченковский суд города Львова сейчас должен стать своего рода онкохирургом и определить, кто же это раковая опухоль. Сторона обвинения и потерпевшие позиционируют себя как санитары общества, которые борются с Зинченко и его сторонниками. Но что если суд решит иначе? Что если раковой опухолью окажутся те, кто строит обвинения на шатких доказательствах? И этому есть все основания, кстати. И здесь мы возвращаемся, друзья, к Сулейме. Его действия, осознанно или нет, играют на руку обвинению, пытаясь представить Зинченко как националиста и подорвать доверие к Немировскому. Он фактически подталкивает подзащитного к лагерю противников. Это опасная, друзья, игра, которая
может в конце концов привести к тому, что Зинченко останется без сильной защиты, которую обеспечивает адвокат Немировский. Что будет дальше? Следующее заседание назначено на 18 июля. Но Юрия Немировского, друзья, там не будет. Из-за того, что он уходит в отпуск. Сможет ли он вернуться к делу, переступить через свою адвокатскую честь и достоинство и вернуться? Это зависит от многих факторов. От того, как поведет себя Сулейма, от позиции самого Зинченко и от возможного давления, которое, как говорят слухи, оказывает на Зинченко начальник СИЗО. Я считаю, что Зинченко нужно очень внимательно пересмотреть свою правовую позицию. Отказ от Немировского – это ошибка, которая может дорого обойтись. Немировский показал себя как в высшей степени профессионал, который методично разбивает слабые доказательства стороны обвинения. Сулейма, при всем уважении, своими действиями рискует подставить подзащитного, особенно если его подозрения в саботаже со стороны Немировского окажутся необоснованными. Родители Зинченко, к слову, делают все возможное, чтобы сохранить преимущество, достигнутое благодаря Немировскому. И я надеюсь, друзья, что Вячеслав прислушается к ним, а не провокациям Сулеймы. Сулейме стоит пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на командной работе, а не на создании раскола в лагере стороны защиты. Что касается стороны обвинения, их доказательства пока остаются шаткими. Видео без экспертиз, кастрированные тексты экспертиз, внезапное появление откуда ни возьмись ДНК на стуле на третий раз. Все это не внушает доверия. Суду предстоит большая работа, чтобы разобраться в этом хаосе, в этой волне фальсификации. Друзья, это дело не просто судебный процесс, это зеркало того, как работает сейчас наша система правосудия. Мы, друзья, будем следить за развитием событий и обещаю держать вас в курсе. 18 июня нас ждет новое заседание, и я уверен, что оно принесет еще больше неожиданных поворотов. Спасибо, что были со мной. Если вам понравился этот разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Не бойтесь донатить. Я не агент ФСБ. Пишите в комментариях, что вы думаете о деле Зинченко, о действиях Сулеймы, о подозрениях в саботаже Немировского и о том, как будет развиваться эта история. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.